Пару дней назад мы выпустили вот это видео, в котором обсуждали самые важные события прошлой недели, а также мы затронули интересную тему с Китаем. Ведь начиная с 1 июня китайские розничные инвесторы смогут покупать криптовалюту, а популярные криптобиржи смогут спокойно работать на территории страны после получения специальных лицензий, что потенциально может очень сильно запампить рынок крипты. И под прошлым роликом вы поставили огромное количество лайков и дали нам понять, что вам эта тема интересна. Поэтому мы, как и обещали, выпускаем вторую часть, в которой расскажем вам о нескольких монетах, которые имеют большие шансы на рост уже в начале июня. Тем не менее, после нашего прошлого видео появились некие разногласия касательно того, что легализация крипты будет доступна только в одном регионе Китая – Гонконге. А есть споры, что Гонконг – это не Китай и никакого влияния на криптовалюту не будет. Но не волнуйтесь, для этого мы и сделали это видео, чтобы более подробно изучить данный вопрос и понять, можно ли в Китае будет покупать криптовалюту или нет. Так что смотрите данное видео до конца, ведь сегодня мы детально изучим, что прописано в заявлении регулятора Гонконга. Дополнительно мы вам покажем, какие блокчейн-компании уже работают на территории именно материкового Китая и пользуются огромной популярностью. А в конце видео вас будет ждать топ монет, которые были созданы в Китае и сотрудничают с множеством китайских компаний. Этих монет на самом деле очень много, но сегодня мы разберем только несколько из них. Поэтому если вам понравится данное видео и вы желаете увидеть вторую часть, где мы соберем еще больше китайских криптовалют, то прямо сейчас поставьте лайк этому видео, и чем быстрее мы наберем 500 лайков, тем раньше мы выпустим вторую часть. Так что всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Как я сказал ранее, в конце этого видео мы подготовили для вас 4 монеты с хорошим потенциалом роста после легализации крипты в Китае. Но помимо этого вы можете получить 5-ю бонусную монету и топ самых популярных блокчейнов Китая в нашем телеграм-канале. Ведь только у нас в телеграм вы можете получать самые свежие и эксклюзивные материалы, которые мы публикуем 24/7. Ссылка на телеграм есть в описании, так что подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех важных событий. Но перед тем, как мы перейдем к монетам, давайте окончательно разберем, чем отличается Гонконг от Китая и где конкретно будут действовать новые правила легализации. Несмотря на то, что многие говорят, Гонконг не Китай, это совсем не так. Гонконг имеет статус особого административного района Китая, и в отличие от того же Тайваня, который считается отдельным государством, Гонконг таким не является. Да, в Гонконге есть своя администрация, свои законы, которые отличаются от Китая, у них другая валюта, гонконгский доллар, а не юань, а также у них разные официальные языки. Но такие главные вещи, как внешняя политика, вопросы иностранных дел и национальная оборона, то бишь армия, остаются именно за Китаем. А также главой региона и правительства является глава исполнительной власти. Он устанавливается избирательной комиссией в соответствии с основными законами и назначается на эту должность только центральным правительством Китайской Народной Республики. И теперь, я думаю, вы понимаете, что говорить Гонконг не имеет никакого отношения к Китаю будет ошибкой. Возвращаясь к тому закону, который был в прошлом видео, там указано, что 1 июня все централизованные платформы для торговли виртуальными активами, ведущие бизнес в Гонконге или активно продающие гонконгским инвесторам, должны будут получить лицензию SFC. И данный закон действительно будет действовать на розничных инвесторов из Гонконга. Но если взять материковый Китай под управлением Пекина, то он далеко не находится под железным куполом, как многие думают. Несмотря на то, что в Китае до сих пор действует запрет на крипту, он все равно продолжает использовать блокчейн-технологии, а также NFT. Например, в этом месяце Китай открыл исследовательский центр по блокчейну, в котором они планируют подготовить 500 000 специалистов. Данный центр расположен в Пекине, и он был одобрен Министерством науки и технологий. Согласно отчету, центр также стремится создать сеть блокчейнов национального уровня, которая соединит существующие блокчейны в Китае и поддержит другие направления. Также в Китае, в отличие от крипты, разрешены NFT под видом предметов коллекционирования, хотя их разрешают покупать только в юанях. Развитие блокчейна стало центром внимания правительства после того, как Си Цзиньпинь одобрил эту технологию еще в 2019 году. И несмотря на запреты Китая на торговлю криптой, страна по-прежнему рассматривает технологию блокчейна как инструмент для промышленности и государственного управления. Ведь Государственный совет в своем 14-м пятилетнем плане, опубликованном в декабре 2021 года, определил блокчейн как одно из 7 основных направлений развития цифровой экономики Китая. И в последние годы Китай активно рекламирует себя как нацию блокчейна. И еще в сентябре
октябре 2022 года его правительство заявило, что на Китай приходится 84 всех заявок на блокчейн, а за счет того, что Гонконг является финансовым центром Китая и гонконгская фондовая биржа имеет более 12 миллиардов долларов торгового объема, Гонконг может получить еще статус криптоцентра, в котором сконцентрируется большое количество криптобирж, которыми смогут пользоваться 7,5 миллионов местных жителей. И если Китаю понравится данная модель торговли криптой, никто не отменяет тот факт, что Пекин также разрешит использовать криптовалюту в будущем, что только положительно повлияет на рынок. Ведь, как я говорил в прошлом видео, только после анонса о будущей легализации биткоин вырос больше, чем на 9%, из-за чего тогда крипта пробивала февральские максимумы. И, кстати, в то время участники нашей подписки Coin22 Pro закрыли большое количество плюсовых лонг-сделок, одной из которых была лонг-позиция по полигону, которая принесла от 40% чистой прибыли. Ведь подписка Pro позволяет ежедневно получать прибыльный анализ рынка от нашей команды аналитиков Coin22. Также недавно участники Pro заработали от 15% на шорт-сделках по Shiba, от 20% на росте ADA, от 35% на падении Uniswap, и подписка Pro подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков. Ведь перед началом торговли мы предоставляем бесплатное пошаговое обучение абсолютно с нуля. Сейчас рынок накапливает ликвидность, из-за чего уже в скором времени может начаться активное движение. Поэтому если ты желаешь на этом заработать, тебе нужна качественная аналитика и сопровождение наших экспертов. Так что прямо сейчас переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Что ж, теперь, когда мы полностью разобрались с легализацией крипты в Китае, давайте разберем, какие конкретно монеты смогут начать расти на этом положительном фоне. Ведь такие новости из Китая будут пампить именно эти монеты. Самыми главными кандидатами на рост будут, конечно же, биткоин, а также эфир. Ведь по различным заявлениям представителей Гонконга 100% будут разрешены инвестиции в монеты с высокой капитализацией. А как вы думаете, какие монеты смогут показать рост? Напишите об этом в комментариях. Помимо биткоина есть и другие монеты, которые были созданы в Китае, и их блокчейны пользуются очень большой популярностью. А начать я бы хотел с токена NEO. NEO — это блокчейн первого уровня с использованием смарт-контрактов. Он был запущен в 2014 году, и его часто называют китайским эфиром, из-за того, что на его блокчейне также можно разрабатывать свои DEX-приложения. NEO популярен тем, что это китайский проект, который получил поддержку от китайского правительства через их блокчейн-сервис Network, который продвигает технологии смарт-контрактов в качестве стратегического приоритета развития страны, а также NEO уделяет большое внимание соблюдению регулирования, что помогло ему получить доверие в Китае. Поэтому с постепенным принятием блокчейна Пекином и легализацией крипты в Гонконге эта монета может показать рост. Далее хотел бы отметить монету TRX, потому что у TRX есть козырь в виде Джастина Сана, который является неким китайским Илоном Маском, потому что он также активно пишет свое мнение в Твиттере и любит пампить свои токены, одним из которых является монета биржи Huobi HT. Токен TRX уже приблизился к топ-10, и его капитализация уверенно движется к 7 миллиардам долларов, а с приходом в Гонконг биржи Huobi, которая одна из первых готовила документы на получение лицензии, TRX может ворваться в топ-10, перегнав Solana. Также нельзя не сказать про монету AVAX, которая активно сотрудничает с Alibaba Group, а конкретно с подразделением Alibaba Cloud, с которым они недавно анонсировали свою метавселенную, внутри которой каждый может создать свой отдельный мир. Хоть и компания Alibaba Group зарегистрирована на Каймановых островах, но их штаб-квартира находится в Китае, а также больше 80% прибыли компания получает именно благодаря Китаю. AVAX всегда реагировал ростом на новые обновления о сотрудничестве с Alibaba, поэтому открытие гонконгского рынка только положительно повлияет на цену AVAX. Еще не забываем про VeChain, ведь это еще один блокчейн первого уровня, который фокусируется на управлении цепочками поставок. VeChain имеет прочные связи с Китаем, так как он был основан в 2015 году Санни Лу, это бывший IT-директор Louis Vuitton China. С тех пор компания установила партнерские отношения с несколькими крупными китайскими компаниями, включая госпредприятие China Tobacco и компанию Haier. Это один из крупнейших производителей бытовой техники Китая. А еще VeChain работал с китайским правительством над некоторыми проектами, включая пилотный проект по разработке платформы для торговли углеродом на основе блокчейна. Компания также была признана Национальным управлением интернет-информации Китая и национальным высокотехнологическим предприятием, которое только повысило репутацию и авторитет VeChain в Китае. Так что к этой монете
монете обязательно стоит присмотреться. Еще хочу отметить монету Conflux. Это публичный блокчейн, который имеет высокую производительность и масштабируемость, что делает его перспективной платформой для приложения корпоративного уровня. Проект был основан командой китайских экспертов по блокчейну и получил поддержку от правительства Шанхая, которое признало Conflux ключевой инициативой блокчейн-платформ и предоставило финансирование для его разработки. Кроме того, Conflux установил партнерские отношения с несколькими крупными китайскими компаниями, включая Baidu, популярную китайскую поисковую систему. Все эти монеты показывали приличные проценты роста после анонса легализации крипты в феврале, и сейчас они торгуются по достаточно низким ценам, что дает нам возможность заработать на росте, который может начаться уже этим летом. Конечно, в данный топ можно было добавить еще больше монет, но мы собрали только те, которые имеют высокую рыночную капитализацию и не находятся ниже сотни в общем рейтинге. И если вы примете решение покупать ту или иную крипту, обязательно самостоятельно подробно ее изучите, а только потом принимайте решение покупать ее или нет. Напоминаю, что 5-я бонусная монета уже ждет вас в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, в комментариях напишите, какие из этих монет вы планируете покупать или, возможно, уже купили, и как всегда увидимся в следующем видео. Всем удачи, до скорых встреч!